Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. В прошлом видео я вышивала вот такие квадратики из рогожки. Это мебельная ткань. Я ее где-то порезала, где-то у меня были прям такие маленькие. И в сегодняшнем видео я буду продолжать вышивать такие же, но не такие же, а совсем другие вышивки, но также декоративными стежками буду вышивать. Начинаю вышивать козликом, и по-другому этот стежок называется русский крест. Видите, я уже прочертила линии, чтобы мне за границей этих линий не выскакивать, чтобы у меня более-менее ровный квадрат по контуру шел моей вышивки. Я уже показывала все эти стежки в прошлом видео, но я думаю, что для некоторых все равно. Но многие очень пишут, что нравится просто даже смотреть. Даже люди сами не вышивают, но им нравится смотреть вышивальные видео. Поэтому я в любом случае использую практически те же самые стежки из своего арсенала небольшого. Вот. Но для тех, кому нравится и кто не посмотрел предыдущее видео, я в описании к этому видео оставлю ссылочку на предыдущее свое видео, где я вышивала вот эти квадратики, которые в самом начале показала. Возможно, кому-то будет интересно и понадобится. Девочки, очень рада была вашим комментариям. Многие написали, что скучали, потому что 1,5 месяца я отдыхала. Сначала отпуск был, а потом я кокнула планшет, случайно уронила, и мне пришлось ждать, пока отремонтируют его. Но неважно, я очень рада тому, что вы мне написали такие хорошие комментарии. И для тех, кто меня смотрит на ютубе, я хотела сказать, что ведь у меня есть еще один канал. Если вы сильно по мне именно скучаете, и вам вообще не обязательно смотреть именно рукодельные видео, а вы хотите просто знать что-то обо мне и скучаете без моих видео, то у меня есть еще один канал «За жизнь», как говорится, Елена Годас Лайф. Это про ютуб я говорю. На Дзене я выставляю все видео подряд, и рукодельные, и нерукодельные. На Рутубе у меня только рукодельные видео. Но имейте в виду, что есть еще один канал, и ссылку на него я все время оставляю в прикрепленном комментарии. Кроме того, у меня сейчас я сделала сообщество ВКонтакте. Тоже можете пройти по ссылке в описании к каналу и подписаться на это сообщество. Но там я выкладывать буду тоже разное и про жизнь, и рукодельные видео. Все время забываю сказать вот эти все вещи, да, о том, что у меня есть еще каналы, еще какие-то видео я публикую. И вот решила в этот раз уже прямо в самом начале начать с этого, чтобы потом не забыть, а то я увлекусь, заболтаюсь и могу забыть. Как правило, я это забываю сказать. Еще один момент. Меня спрашивали в комментариях. У меня сегодня будет такое видео болтательное, потому что много вопросов у людей, и я время от времени о них вспоминаю. Значит, спросили, как стирать вот такие вот вышивки, не будут ли линять нитки, не будут ли они краситься. Ну вот я вышиваю и стираю потом вот в обычной машинке в стиральной, никакой бережной стирки я не использую. Конечно, температурный режим я ставлю где-то, когда как, 20, 30, 40 градусов, ничего не линяет. Единственное, что я всегда напоминаю, не забывайте, прежде чем вы начали вышивать на какой-то ткани, или шить какую-то ткань, сначала постирать, потому что она может сесть. Ну и, соответственно, прежде чем вышивать, я даже вот такие маленькие квадратики, если они у меня маленькие были изначально, я их все равно тоже стираю, чтобы потом не оказалось, что я постирала и все это скукожилось, село как-то неправильно. Не так, как предполагалось. Еще мне в комментариях написали, что Лена, вы удаляете оскорбительные всякие комментарии, а то многие очень... И дело в том, что я не все вижу комментарии. Я вижу вот основные комментарии, которые человек написал вот просто мне сам, комментарий к видео. А вот в эти ветки потом, которые развиваются, когда люди начинают под чьим-то комментарием писать,
и там по 80 комментариев, я их не вижу. Это мне надо специально открыть это видео, и тогда я узнаю, что там кто-то что-то написал. И иногда пишут прям, ну, такие гадости. И мне, ну, я даже не знаю о том, что они там есть. И я хотела в этом плане рассказать анекдот. Значит, когда дворник убирает, и у него спрашивают, ну как тебе работа? А он говорит, да я бы хотел, чтобы вот жители были или более воспитанные, или менее воспитанные. Ему говорят, как это так, более воспитанные или менее воспитанные? Он говорит, ну вот если бы они были более воспитанные, они бы в урну кидали свои окурки. А если бы менее воспитанные, они бы прямо вот на дорожку кидали. А они кидают куда-нибудь в кусты. И мне их потом оттуда труднее выбирать. Поэтому я бы хотела, чтобы у меня мои зрители были или более воспитанные, чтобы они, ну, не писали вообще гадости, или менее воспитанные, но тогда, чтобы они уже писали не под чьим-то комментарием, а прямо под видео, чтобы я хоть увидела, что мне пишут. А то я даже ни сном, ни духом, а оказывается, там целые баталии в комментариях разворачиваются между моими подписчиками. И вообще у меня такое большое уже количество подписчиков. Я когда другие каналы вижу с таким количеством подписчиков, я думаю, ого, хороший канал. А я сама не осознаю, что у меня тоже уже много, прямо многие тысячи подписчиков. И я-то сижу себе спокойненько, вышиваю в одиночестве и знать не знаю, что я вот уже такой блогер. И, конечно же, большинство комментариев все очень доброжелательные и хорошие. Но, конечно, иногда попадается, ну, как говорится, в стадии паршивая овца. Тут уж ничего не поделаешь, мы все люди разные. Кому-то вот хочется свой негатив куда-то слить, и он решает, что вот рукодельный канал как раз для этого подходит. Но знаете, с одной стороны, если человеку легче стало от того, что он вот высказался в мою сторону, ну я, если честно, ну как-то спокойно к этому отношусь. Ради бога, пишите, что хотите. Вот. Но другим зрителям, которые читают эти комментарии, им неприятно. Поэтому давайте жить дружно, давайте будем прям более воспитанными. Ну, а тем, кто ко мне относится доброжелательно, ну, постарайтесь не обращать внимания на вот эти вот выпады, иногда, которые случаются у некоторых. Ну, вы должны понимать, что мне на самом деле все равно, а ну, людям, может, легче стало. Ну, бывает. Я человек не обидчивый, но если уж совсем за рамки выскочили некоторые, ну, удалю потом этот комментарий, да и все. Я сегодня не называю никакие стишки, которыми я вышиваю, потому что, ну, во-первых, я в прошлом видео их все назвала, во-вторых, у меня плейлист есть, подборка, прямо, которая называется «Декоративные стишки. Вышивание для начинающих». Можно там посмотреть, видео есть, как научиться вышивать, ну и все в этом роде, да, то есть, ну, зачем я буду каждый раз повторяться, сегодня я не об этом. После того, как вышивка готова, проглаживаю, чтобы снять напряжение с нити, проглаживаю через ткань, потому что синтетическая рогожка, чтобы она у меня не скукожилась. И чтобы сама вышивка не смялась, я проглаживаю с изнанки и, кроме того, проглаживаю на таком мягком, у меня плед тут подложен, так, чтобы вот лицевая сторона на мягком была. Следующее видео у меня опять будет такое же вышивальное. Я там скажу, куда я потом эти квадратики пристраивать собираюсь. А пока ставьте лайк, пишите мне свои комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.